Скажіть, будь ласка, як сталося, що вас поранили? От саме цей епізод, я розумію, що всього було. Хто вас поранив, чому і як це сталося? 27 числа я находилась у моей подружки в доме. Связи не было. Вот. И сын приехал ее, он очень переживал, потому что он не знал, что с нами происходит, зная, что здесь русские есть. Вот. Он приехал на блокпосту, ему сказали, что он нас может забрать, что никто нас трогать не будет, не стрелять, никто ничего не будет. Вот. Россияне сказал. Россияне, да. Да. Вот. Они его пропустили. Там же много было, они окопаны были по всей дороге, получается. Вот. Это между Стародымерской дорогой и выезжающей на центральную, на Казаровскую. Там домов нету, там поля. Вот. Он приехал за нами. Сказал, быстренько, мы в течение буквально каких-то... Самое необходимое такое вообще похватали. Я даже кроссовки не успела завязать. Все, бегом, давайте в машину. Мне разрешили, дали добро. То есть он даже не дал нам успеть подумать вообще. Мы быстренько сели в машину. Он сказал, все, они нам сказали поднять руки вверх и ехать очень медленно. Мы выехали с нашей улицы. Проехали в старое кладбище. И нас обстреляли. Вот, нас обстреляли. Женя, я сама выползла с машины, Женя вытащил с машины маму. Начал, кричали, очень сильно кричали. Ну вот, они, получается, возле кладбища. Они вылезли с этого кладбища и начали кричать, давайте уезжайте быстро, типа, валите отсюда. Сами перед цим обстрелявши? Когда получается, уже Женя, я уже вылезла, и Женя вытащил маму. Вот тогда они вышли с кладбища и сказали, что давайте быстро засовывай назад в машину и быстренько уезжайте отсюда. Вот. И потом уже Женя, мы проехали, Женя уже остановился на их блокпосту, там, где они разрешили ему забрать нас. Вот. Мы вылезли, вытащили тоже ее с машины. Они начали говорить, что это вот украинцы вас обстреляли, это ваши. Вот. Так українців вже не було, виходить, ну рядом не могло нет, бути. Конечно, нет. Конечно, не могло. Вот. Они что-то пытались там, какой-то укол сделали, пытались что-то перевязать и сказали, давайте быстренько уезжайте. И мы поехали на свой страх и риск. Он нас завез к себе домой, в Демидов. Это рядом село возле Казаровичей. Но понял, что помочь-то ничем нам не сможет. Мы все истекали кровью. Потому что у меня было ранение в голову и ранение в руку. И он рискнул нас. У нас пробили колесо. Они подлатали колесо. Он обвешался белыми тряпками машину. Вот. І повез нас Димир в больницу. Але це все, Димир теж був під окупацією, да. Але там уже були наші лікарі. Да, да. В Димире, ну, они сначала, Димир был под оккупацией, но они еще сюда, на тот момент они еще до больницы еще не дошли. Зрозуміло. Они были в самом селе. А когда здесь уже, наверное, ну, может, кто-то или что-то рвануло, или, может, кто-то стрелял. И они уже решили сюда приехать, проверить, что здесь такое. И уже обнаружили больницу. Вот. Обнаружили больницу, они где-то здесь, где-то был здесь блокпост их. Они поставили блокпост, вот, и они хотели зайти в больницу, вышли наши врачи, с ними разговаривали. Вот. Вы уже были тут? Да. Мы уже были здесь. Но это было, я не знаю, даже, может, числа 10-го, примерно, я так точно не помню, когда они только сюда обнаружили нас только здесь. А скільки ви пробули тут в лікарні? С 27 числа по 14. И уже 14-го нас Красный Крест вывез. Знову ж таки через блокпости росіян? Да, да, было все оккупировано. Было все оккупировано. А у вас травмы какие? Рука? У меня открытый перелом, ранение пулевое в руку. Вот. И мне попало здесь в голову. И вышла пуля возле лопатки. Зрозумів. Да. А подруга? Подруге в бок, в живот, сюда ей попало.
Да, ей никто не смог помочь. Никто. Померла. Да. А син як її? Ну, сын, как? Он здесь находился со мной, может, недели 2, наверное. Помогал тут всем. Потому что, ну, он же чувствует, что говорит, я же не могу просто кусок хлеба задарма есть. И возил, помогал похоронить людей. Ну, где просили хлопцы, там он и помогал. А вот. Вижив, лишився ж. Да, он живой, у него это чудом. Я же говорю чудом, потому что 9 лобовых выстрелов было в машину. И он просто чудом выжил вообще. Маленького роста, небольшой. Ему, наверное, поэтому ему и повезло.